Заходим в топологию куба и изменяем разрешение по оси X, ставим единичку, разрешение по оси Y тоже единичку, а разрешение по оси Z 0. Утверждаем. Инструментом Gizmo сделаем куб, изменим высоту куба. Это будет уже параллелепипед. Просто у нас домик будет двухэтажный, поэтому его нужно сделать повыше. Даже вот так. Вот. Теперь нажимаем «Выбрать маску» и с помощью прямоугольника выбираем вот эту линию топологии. Нажимаем пальцем на экран, чтобы инвертировать маску, и инструментом Gizmo подтянем ее на самый верх, вот сюда. Теперь маску очищаем и выбираем снова вот здесь, в этой точке, инвертируем, и инструментом Gizmo поднимаем вверх, делаем крышу. Снова очищаем маску. И теперь выберем маску инструментом лассо вот в этих углах. Она у нас выбралась симметрично, потому что включена симметрия. Заходим во вкладку «Маски» и смотрим, здесь параметр «Разделить» указано «Нет», «Нет». И нажимаем «Разделить». Посмотрим. Это наш домик, и отделилась от него крыша. Все хорошо. Теперь у нас крыша выбрана. Нажимаем пальцем по экрану, чтобы она вся закрылась маской. Снова заходим в параметры маски, смотрим. Толщина shell единичка. Это будет толщина крыши. Разрешение оставляем 0. Извлечение shell нажимаем на извлечение. Извлеклась наша крыша. Теперь еще разочек посмотрим здесь. Так, это домик, это крыша, и осталась маска. Маску удаляем. Я вижу, что крыша, она неоднородна по своей ширине. Поэтому снова выбираем маску, инвертируем, и инструментом Gizmo подтянем ее немножечко вверх. Выровняем ширину. Теперь заходим в маску, очищаем и выбираем вот этот весь верхний угол. Нажимаем на Gizmo и тянем вниз за зеленую стрелочку. И теперь в сторону красным кружочком, чтобы сделать крышу немножечко вот такой вот удлиненной. Очищаем маску, крышу выбираем с помощью инструмента Gizmo и растягиваем в длину. Все, крыша готова. Основа нашего домика тоже готова. Можно их выбрать и нажать клонирование. За красную стрелочку отодвигаем копию в сторону и уменьшаем в размере. Теперь с привязкой 90 градусов поворачиваем по оси Y и поднимаем вверх. Увеличим, расширим немножко в стороны. Это у нас будет мезонин. И задвигаем его. Можно сплющить немножечко вот так. И задвигаем его в наш домик. Примерно так. Хорошо. Теперь сделаем трубу. Нажимаем «Добавить цилиндр». С помощью инструмента Gizmo выдвинем его. Уменьшим в размере. Заходим в топологию и изменяем разрешение X. Разрешение X делаем 4.
а разрешение Y 0. Так, единичка, 0 не делается. Теперь убираем гизму и делаем отверстие. Трубу нужно развернуть на 45 градусов. В привязке изменяем 90 на 45 и поворачиваем трубу по оси Y за зеленый полукруг. Поднимаем ее вверх. Утверждаем, нажимаем клонирование и поднимаем вверх, немножко увеличим в ширину и делаем такую полосочку, ободок этой трубы. Вот так. Теперь нажмем на домик. Заходим в мультиразрешение, нажимаем на линейное подразделение и на подразделение. Нам нужно сделать окошки. Для этого с помощью маски прямоугольника выделяем. У нас будет окошко на втором этаже. Так, убираем симметрию, выделяем маской окошко на втором этаже. Так, дальше. Небольшое окошко сделаем на первом этаже. И дверь на втором этаже. Вот такую дверь. Сзади, с обратной стороны домика, я думаю, что можно ограничиться одним только окошком, поэтому вот так аккуратненько снимем, уберем вот эти маски, чтобы не задеть те, что у нас были по передней стороне. Оставим только окошко одно, такое несимметричное, на втором этаже. И еще с левой стороны у нас будет дверь на втором этаже. Вот примерно так. С правой стороны двери не будет на втором этаже, поэтому маску отсюда уберем. Проверим. Угу. А теперь заходим в параметр маски. Толщина, выбираем shell, это будет у нас толщина стен. Оставляем ее. Можно, давайте сделаем 0,5. Здесь должен быть минус. И в параметрах разделить, где маска, там нет, а где без маски shell. Нажимаем разделить. Заходим. Вот это можно пока скрыть. И вот видим, что у нас появились вырезанные проемы с той толщиной, которую мы задали, 0,5. Я подписала все детали нашего домика, чтобы не запутаться. Труба состоит из двух деталей. Можно их вместе выбрать и совместить. Теперь выбираем мезонин, заходим в мультиразрешение, нажимаем на линейное подразделение и на подразделение 2 раза.
маской, прямоугольной маской выбираем окошко. Угу. Заходим в параметры и нажимаем «Разделить». И посмотрим. Вот у нас также появилось окошко. Теперь сделаем оконные и дверные блоки. Выбираем наши проемы. Заходим в три точки и нажимаем «Отделить». Все проемы отделили друг от друга. Выберем второй, нажмем «Соло» и сделаем из него оконный блок. Заходим в мультиразрешение, линейное подразделение и нажмем на подразделение 4 раза. Теперь прямоугольной маской выделим места, где будут стекла. Нажмем по экрану и инвертируем маску. Заходим во вкладку «Маски». Значит, установим толщину оконного блока, оставим 0,7 и нажмем на извлечение. Да, здесь должен быть плюс. Нажали на извлечение. Это у нас оконный блок. Так, здесь у нас сам оконный блок, а вот это плоскость, из которой мы сделаем стекла. Сейчас мы ее выбираем и очищаем маску. Теперь заходим в материалы и нажимаем «Аддитивный». Так, уберем соло. Вот. Смотрите еще раз. Мы выбрали плоскость. Вот это у нас рама. Здесь плоскость, из которой мы сделаем стекольные блоки, стекла. Для этого заходим в материал, нажимаем «Аддитивный». Прозрачность можно выбирать любую, но остановимся на единице. Уберем каркас и посмотрим. Вот такой получился оконный блок. Выбираем. Давайте сразу подпишем, чтобы не запутаться. Это рама, а это стекло. Выберем оба элемента и с помощью инструмента Gizmo сдвинем немножко внутрь, чтобы у нас окно было утопленным слегка. Выберем стекла и попробуем изменить топологию. Заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Уберем каркас. Давайте еще разочек. И еще вот так.
Все хорошо, оставляем такую топологию, потому что лишние полигоны нам не нужны. Теперь выбираем раму, заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Берем каркас, посмотрим. Хуже не стало, поэтому упрощаем еще. Так, а вот сейчас уже, конечно, все исказилось. Возвращаем назад. Убираем каркас. Просто нужно проверить. Мы заинтересованы в том, чтобы уменьшать топологию, потому что она занимает много места в оперативной памяти. И если делать много домиков, то программа не даст это сделать, так как они будут тяжелыми. Вот, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы экономить место и находить баланс между упрощением топологии и качеством. Вот, я думаю, что так можно оставить. Теперь сделаем дверь. Выберем ее, нажмем «Соло», «Маска», дальше параметры маски и нажимаем «Извлечение». Это наша дверь. Так. Вот эту маску удаляем. Оставляем дверь, нажимаем трубку и делаем ручку. Так, выбираем кривые. Угу. Значит, эту дверь немножечко внутрь сдвинем. Нажмем в тех местах, где ручка будет изогнута. Нажмем 2 раза, чтобы изгиб был острый. Выравниваем положение и уменьшаем радиус. Сделаем ее немного потоньше. Зайдем в топологию и изменим разрешение по оси X, ну, в принципе, да, тоже его вот так немного изменим. И разрешение по оси Y убираем полностью. Нажимаем «Утвердить». Выберем раму и стекло окна, нажимаем «Клонирование». С помощью инструмента Gizmo перемещаем это окно на заднюю часть дома. Теперь в привязке изменим угол на 90 градусов и развернем окно по оси Y. Здесь вот этот проем можно удалить. И рама 1 и стекло 1. Выбираем и задвигаем его в оконный проем.
Выбираем домик, клонируем его. Основной пока закроем. Здесь повернем к нам левой стороной и с помощью прямоугольной маски, давайте соло сделаем, так, с помощью прямоугольной маски выберем фасад дома. Теперь заходим на вкладку с маской и нажимаем «Разделить». Посмотрим, значит, это домик, его можно удалить. Берем соло. И вот эта часть, которая нам нужна. Заходим в мультиразрешение и нажимаем подразделение 2 раза. Теперь прямоугольной маской выбираем, делаем такой своеобразный рисунок. Теперь заходим во вкладку маски, изменим толщину на 0, допустим, 0,3 попробуем и нажимаем извлечение. Даже можно сделать 0,2. И удаляем вот эту плоскость. Кирпичи, которые у нас получились, они находятся все в одной папке, в одном пакете. Нажимаем на 3 точки и отделить. Теперь они все находятся по отдельности, но в общей папке. Нам нужна вот эта группа кирпичей, вот это. Мы ее инструментом, так, немножко мешает вот это окно. Давайте его скроем. Так. Это вот эта рама и стекло. Выбираем, у нас уже взят инструмент «Выбрать». С помощью лассо выбираем вот эту группу. Почему-то она у нас уже опять собралась. Сделаем, разъединили ее. И выбираем вот эту группу. Теперь на инструмент Gizmo и клонировать. Перенесем на заднюю часть дома. Откроем. Так, откроем домик. И расположим их около окна.
Теперь заходим в меню, выбираем общую группу кирпичей, нажмем соло, инструмент выбрать у нас есть, и прямоугольником выберем вот эту группу кирпичей. Нажмем клонировать. Теперь выходим из соло и перемещаем клонированные кирпичи вот сюда. Разворачиваем их на 90 градусов. И так, сейчас не очень видно дверь, где у нас находится. Ну, примерно вот так. Да. Размещаем здесь и передвигаем к стене. Теперь все вот эти кирпичи можно объединить. Видите? И вот эти. Совмещаем. И между собой. Переименовываем в кирпичи. Все элементы домика я сложила в одну папку. И давайте ее скроем и сделаем водяную мельницу. Добавим цилиндр. Уменьшим его высоту. Заходим в топологию и изменяем разрешение Y и разрешение Z до единицы. Далее скопируем объект и пока его скроем. Первый цилиндр нажимаем «Утвердить» и упростим топологию. Теперь открываем второй цилиндр скопированный и увеличим его в размере. Теперь сравняем по высоте с первым цилиндром. Нажимаем на отверстие и немного изменим радиус в меньшую сторону внутреннего отверстия. Нажимаем «Утвердить». Хотя давайте немножечко изменим, увеличим ширину этих объектов. Ну, еще немного. Вот так. Хорошо. Теперь для этого колеса сделаем спицы. Добавим куб, заходим в топологию, изменяем ее до 0. Теперь инструментом гизмо изменяем размеры и перемещаем на место, где находятся спицы. Так, по ширине. По ширине этот брусок должен быть такой же, как и ширина, как высота нашего цилиндра. Этот уберем и подгоним под размер цилиндра. Сделаем немного поуже, вот так. Теперь открываем второй цилиндр. Заходим в меню и нажимаем «Добавить радиально». Наши спицы добавились по кругу в количестве 4 штук. Вот здесь указана эта цифра, она появилась по умолчанию. И мы увеличиваем их количество до такого, какое нам необходимо. Примерно посмотрим, как будет лучше смотреться. Ну, оставим 14. Хорошо, отлично. Теперь нажимаем «Утвердить» и совмещение дочерних узлов. Да.
Вот, спица готова. Теперь выбираем все 3 элемента и копируем их. Инструментом Gizmo перемещаем скопированные объекты немного в сторону. Хорошо. Теперь сделаем лопасти. Устанавливаем колесо во фронтальное положение, выбираем инструмент трубка, нажимаем кривые и проводим линию там, где будет размещаться наша лопасть. Вот эти точки убираем, они лишние. Нажимаем на профиль. Сейчас немножечко нужно выровнять получившийся профиль. Повернем его по оси Y. Вот так. И поднимем вверх. Откроем его. И с включенной привязкой на 90 градусов повернем по оси Y. Теперь вот эту сторону уберем, а нижнюю уменьшим наполовину. Хотя нет, давайте мы эту грань оставим, какой она есть. И зайдем в параметры трубки, изменим топологию. Разрешение Y убираем до единицы, а разрешение X сделаем 20. Утверждаем. Теперь зайдем в инструмент маска. С помощью прямоугольника замаскируем одну левую часть лопасти. Откроем Gizmo и растянем эту лопасть в высоту. Так, вернемся назад и потянем за синюю стрелочку вверх. Установим нужную длину лопасти. Хорошо, теперь снова выбираем маску и нажимаем «Очистить». Нажимаем пальцем на экран и маскируем всю лопасть. Теперь заходим в параметры маски, устанавливаем толщину 0,5 и нажимаем «Извлечение». Теперь с помощью инструмента Gizmo эту лопасть нашу немного отодвинем вверх. Теперь нажимаем «Добавить радиально». У нас появились еще дополнительно 3 лопасти. Увеличиваем их количество. Вот я думаю, что столько лопастей будет достаточно. Нажимаем «Утвердить». Совмещение дочерних узлов «Да». Сделаем ось. Добавим цилиндр. Теперь подгоним его под необходимый размер.
Зайдем в топологию и изменим разрешение по оси Y до 0, до единицы, и разрешение по оси Z тоже поставим единичку. Нажимаем «Утвердить», заходим в упрощение и нажимаем на «Упростить». Оставим так. Колесо готово. Теперь откроем наш скрытый домик. Выбираем все элементы колеса. Нажимаем гизму и с включенной привязкой 90 градусов поворачиваем по оси X и уменьшаем в размере. Установим на место, где оно должно находиться. Пока вот здесь установим, дальше посмотрим. Сделаем лестницу. Выбираем инструмент трубка и кривые и проводим прямую линию под дверью. Теперь дальше выбираем профиль. С помощью инструмента гизма растянем его в ширину. Это будет ширина лестницы. Теперь здесь берем, так, нам нужно сделать небольшие бортики. Для этого сделаем вот в окне, которое появляется во вкладке «Профиль», можно здесь сформировать бортики и конфигурацию нашей лестничной площадки. Ну вот, я думаю, что она может выглядеть примерно таким образом. Убираем гизму и сформируем лестничный пролет. Теперь открываем топологию трубки и разрешение Y убираем до минимального значения, а разрешение X, пожалуй, тоже убираем до минимального значения. Клонируем этот участок лестницы и отодвинем его немножко в сторону. Теперь развернем по оси Y с привязкой 90 градусов. Далее уберем гизму и сделаем немного покороче.
Опять включаем гизму и подвинем вот сюда. И теперь опустим вниз. Отрегулируем так, чтобы вот эти детали совпадали. Ну так и швов практически не видно. Если немножко видно, то ничего страшного. Теперь добавим куб. Уберем топологию до нуля. И сделаем из него площадку. Подгоним так, чтобы размеры совпадали по толщине. Так, эта площадка, значит, у нас будет немножко выходить за дом. Вот так оставим. Хотя, так, я не обратила внимания, что здесь-то она получилась длиннее. Так, уменьшаем вот этот размер. Хорошо, вот так нормально. Выбираем вот этот участок лестницы и клонируем его. Передвигаем сюда, разворачиваем по оси Y на 90 градусов и устанавливаем точно так же, как мы устанавливали предыдущий пролет. Подгоняем так, чтобы не было больших зазоров. Теперь выбираем вот эту площадку, нажимаем клонирование и перемещаем.
Теперь выбираем наш последний третий пролет, убираем гизму и отрегулируем ее так, чтобы она доходила до земли. Добавим ступеньки. Для этого выберем... мы забыли сохранить, мы забыли утвердить все эти детали. Поочередно их нажимаем и затем нажимаем «Утвердить». Теперь выбираем вот эту площадку и нажимаем на гизму, затем выбираем клонирование. Сделаем из нее ступеньки. Немного трансформируем и переместим к нашей лестнице. Так, пожалуй, сначала развернем на 90 градусов и сделаем ступеньки вот на этом маленьком участке. Подгоняем сюда и опускаем вниз, чтобы сравнять. Вот, первая ступенька, она у нас пойдет на одном уровне с площадкой. Случайно включилась ось, поэтому так вот, сейчас видно, что мы их сделали на одном уровне. Да. Угу. Клонируем эту ступеньку. Выбираем ее, затем клонируем и перемещаем вниз. Посмотрим, чтобы размер этих ступеней был примерно одинаковый. Так, мы ее, пожалуй, вот здесь вот установим. Снова нажимаем клонирование и новую ступеньку сдвигаем вот сюда. И поднимаем вверх. Здесь небольшой участок спуска, поэтому давайте ограничимся 3 ступенями. Сейчас немножко отрегулируем их размер. Потому что вот эту можно немножко увеличить, и эту тоже. Как таковой размер ступеней нам не особо важен. У нас нет каких-то размерных характеристик этого дома. Поэтому смотрим, чтобы просто смотрелось все достаточно гармонично. Выбираем эти 3 ступени, нажимаем клонирование, гизму, поворачиваем на 90 градусов и устанавливаем вот сюда.
Хорошо. Далее. У нас выбраны вот эти 3 ступеньки. Нажимаем на клонирование, отодвигаем их в сторону. Теперь повернем на 180 градусов по оси Y. Опускаем. Немного отрегулируем. Вот так. У этого спуска, этот спуск длиннее, и поэтому длиннее и более крутой. Поэтому ступеньки здесь идеально не вписываются эти, но мы сможем их подогнать. Они у нас здесь все 3 выбраны. Нажимаем еще раз клонирование. Опускаем. Они пока не очень подходят, но мы сейчас их отрегулируем. То есть пока временно устанавливаем вот здесь. Нажимаем на нижнюю ступеньку, клонируем ее, сдвигаем и устанавливаем. Таким образом, у нас сейчас будут установлены изначально 2 ступеньки, нижняя и верхняя. А остальные 5 ступеней мы отрегулируем уже между этими ступеньками, так, чтобы они примерно находились равномерно находились и были примерно одинакового размера. Сейчас я смотрю и регулирую вид сверху, подгоняю верхнюю плоскость каждой ступеньки по виду сверху, чтобы они выглядели примерно одинаково. Теперь делаем фронтальный вид и подгоняем по виду спереди. Изменяю высоту ступенек. Еще для нас важно, чтобы вот эти ступеньки не выходили за бортики. Поэтому высота ступенек еще зависит от этого. То есть вот я смотрю, что ступенька находится чуть выше бортика, поэтому я ее делаю пониже. И другие ступеньки точно так же. Так, эту ступеньку хочется выдвинуть немножко вперед. И нижнюю тоже. Давайте еще разочек сделаем фронтальный вид, посмотрим. Вот почти все ступеньки одинакового размера, кроме нижней. Хочется ее немножко поднять. Вот так. Но тогда она становится выше бортика. Чтобы она не была выше бортика, ее задвигаем. Но тогда нужно будет... Так, убежала. Но тогда нужно будет задвинуть и другие ступеньки. Пробуем это сделать. Ну вот мне кажется, что вот так получилось хорошо. Теперь сделаем перила. Выбираем одну ступеньку и нажимаем клонирование. Давайте перенесем вот этот объект вниз. Остальные детали лестницы выберем вместе и нажмем «Совместить». Переименуем лестницу.
То есть мы все детали лестницы объединили вместе. Но если вдруг возникнет необходимость их разделить отдельно, то можно нажать «Отделить», и лестница разделится снова на отдельные детали. Вернемся назад, нам пока это не надо. И вот этот элемент, это скопированная ступенька, она нам пригодится для того, чтобы сделать перила. Выбираем инструментом гизмо, поднимаем, поворачиваем по оси Z, изменяем размеры. Теперь установим этот столбик на место, где он будет находиться. Нажимаем клонирование и перемещаем вот сюда. Далее снова нажимаем клонирование и установим еще 2 столбика вот здесь. Клонируем и перемещаем сюда. Клонируем и делаем столько столбиков, сколько нам нужно. Снова клонируем. Давайте вот сюда поставим. Клонируем, перемещаем сюда, немножко поднимем, снова клонируем, перемещаем сюда, поднимаем. Так, теперь нужно вот эти все столбики выделить. И переместить. Теперь выберем вот этот столбик, клонируем его, развернем по оси Z на 90 градусов, поднимем и установим перила. Снова клонируем, разворачиваем по оси Y, перемещаем. Нужно немножко увеличить в размере. Снова клонируем, убираем привязку 90 градусов и разворачиваем по оси X. Убираем привязку по осям, и нужно сделать эти перила примерно параллельно бордюру спуска.
Подгоняем перила. Так. Подгоняем перила стык в стык. Тогда вот эти столбики, эти два столбика, их нужно уменьшить в длину, в высоту. Так. Теперь перила уменьшаем в длину. Клонируем вот этот горизонтальное перила и опускаем вниз, уменьшаем в длину и расположим вот здесь. Вот этот столбик тоже уменьшим высоту. Давайте берем каркас, посмотрим. Смотрится хорошо. Аналогичным образом сделаем перила по всей лестнице. Сделаем шифер для крыши домика. Для этого выбираем крышу. Инструментом «Выбрать маску лассо» выделяем левую грань. Заходим в параметры маски. Проверяем, чтобы в извлечении было указано «Нет», и нажимаем на извлечение. Теперь заходим в меню «Кадр» и смотрим, проверяем. Это наша крыша, а вот эта грань, которую мы извлекли. Все хорошо. Нажимаем на крышу и очищаем маску. Далее нажимаем на плоскость, которую мы извлекли. Заходим в режим соло. Выбираем мультиразрешение, ставим галочку в линейном подразделении и нажимаем на подразделение несколько раз. Теперь инструментом «Выбрать маску» и прямоугольник выбираем вертикальные линии сетки через одну. Инструмент гизмо. Нажимаем инструмент гизмо и на ось. И повернем оси так, чтобы красная стрелочка шла вдоль нашей плоскости. Убираем ось и потянем за зеленую стрелочку вверх. Нажимаем «Выбрать маску» и очищаем ее. Заходим в мультиразрешение и нажимаем на подразделение один раз. Теперь убираем галочку «Линейное подразделение» и нажимаем на подразделение еще два раза. Пальцем по экрану замаскируем весь шифер. Зайдем в параметры маски, установим необходимую толщину шифера. В извлечении нажимаем Shell и на извлечение. Выходим из режима соло, заходим в кадр и посмотрим. При извлечении у нас, если мы скроем шифер, то мы увидим, что извлеклась также маска. Удалим ее. Растянем шифер немного в длину. Нажмем гизмо и ось. Повернем ось так, чтобы красная стрелочка шла вдоль шифера. Убираем ось и растягиваем шифер в длину. Мы видим, что каркас шифера достаточно плотный, и можно его упростить. Заходим в инструмент упрощения и нажимаем «Упростить» несколько раз, так, чтобы не ухудшилось качество шифера.
Вот так будет достаточно. Заходим в меню кадр и клонируем шифер. Теперь заходим в симметрию, нажимаем мир и повернуть объект.